Всем привет! В этом видео по House Vehicle мы разберем с вами настройки автомобиля, которые влияют на разгон, на максимальную скорость автомобиля, а также расскажу, где взять эти значения для настройки. Открываем Blueprint класс нашего автомобиля, выбираем компонент Vehicle Movement Component, и здесь видим график, который называется Torque Curve. Это такой график, по которому, в зависимости от количества оборотов, автомобиль будет либо разгоняться, либо переставать это делать. Первой точкой в нем будет точка с нулевыми координатами, то есть time и value должно быть 0. Вторая точка будет определять максимальное количество крутящего момента при каком-то количестве оборотов. Например, давайте выставим value, то есть количество как раз таки крутящего момента, на 500, а time на 6500. Таким образом мы получаем такую линию. А дальше последняя точка у нас будет значение 0, а время 8000. Ну, например. То есть максимальное количество оборотов должно быть. Дальше есть еще два параметра. Max Torque, как раз таки максимальное количество крутящего момента. Вставляем сюда, например, 500. А Max RPM это как раз таки время последней нашей точки, то есть 8000. Теперь надо сказать, что если вам нужен автомобиль, который стартует резко, то первая точка в нулевых координатах вам просто не нужна. То есть вы ее должны удалить. Например, давайте посмотрим, как будет машина вести себя, если она будет с нулевой точкой. Как видите, она разгоняется очень медленно. То есть она очень медленно разгоняется. Но если мы уберем эту точку, то, как видите, она стартует уже более резко. В общем-то, да, если вам нужен плавный разгон, то ставите нулевую точку. Если не нужен, то не ставите. Теперь возникает справедливый вопрос. А где нам взять эти значения, чтобы ставить их в этом графике? Да и вообще, в принципе, для настройки автомобиля. Если я, например, хочу сделать реальный автомобиль, или мне нужен прототип из реального мира. Очевидно, ответ в интернете. Но сайтов много, поэтому я ставлю ссылку для примера на один сайт, на котором есть практически полный список всех параметров многих автомобилей. Так что сюда можно будет брать эти значения. Например, нам нужно знать массу автомобиля. Копируем, опускаемся чуть ниже. Проще найти. И вставляем это значение сюда. 1655 килограмм весит автомобиль. Дальше нужно найти максимальный крутящий момент при оборотах в минуту. 400 при 3900. Отлично. Далее это еще не все. Нам нужно еще выставить параметр высоты и ширины кузова. У нас есть chassis width и chassis height. Значит, теперь здесь ищем высоту 143 и вот это. Хорошо. Теперь можно перейти к самому сложному. Переходим к трансмиссии. Первый параметр здесь Final Ratio. В переводе на русский обозначает передаточное число главной передачи. Суть в том, что чем больше здесь значение, тем быстрее будет набираться количество оборотов, то есть и быстрее разгон. Но из-за этого, из-за большого быстрого разгона, максимальная скорость будет меньше, так как количество оборотов будет быстро достигать максимума. А значит, скорость не будет успевать набираться большая. Далее у нас идет Forward Gear Ratios. Это передние передачи, то есть их может быть, например, 6, как у меня здесь.
У меня уже здесь все настроено, но суть в том, что чем больше значения, тем, опять же, быстрее будет набираться количество оборотов. Но если это для всех передач, то есть множитель, так скажем, для каждого значения здесь, то это уже для каждой передачи отдельно. То есть от самой быстрой обычно, то есть первая самая обычно быстрая, и самая последняя обычно самая медленная. В принципе, так всегда делается. Ну, естественно, последнее значение это reverse gear ratios, ну, то есть это задние передачи. Ну, в принципе, обычно, это всегда в автомобилях, то только одна задняя передача, то есть реверс. Ниже у нас идут еще 4 параметра. Первые два, они нужны только для автоматической коробки передач. Change-up RPM – это значение количества оборотов, при котором передача будет переключаться вперед. А change-down – это количество, при котором оно будет переключаться назад. Gear change time – это время, которое нужно на переключение передач. То есть, опять же, это для автоматической трансмиссии. Transmission frequency – это эффективность трансмиссии. Проще говоря, сцепление, сила сцепления. В принципе, достаточно будет и 0,9 для этого значения. Также на разгон автомобиля влияет дифференциал, то есть привод. Машина с полным приводом разгоняется отлично, так как ее толкают обе оси, то есть передняя и задняя, и ее тяжело увести в занос. Опять же, по той же причине, что работают две оси. Но надо сказать, что если у вас полный привод, то лучше всего ставить значение front rear split на единицу. Тогда машина будет разгоняться быстро, так как весь крутящий момент, вернее, большая часть его, будет уходить на заднюю ось. Если же поставить на 0,5, то машина будет разгоняться очень плавно. Ну, то есть, как бы она не будет тогда очень быстрой. Машина с передним приводом отлично управляется. Просто прекрасно, но front-rear split не работает с ним, так же, как и с задним. Задний привод отлично подходит для дрифта, ну и для, в принципе, для других гонок. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Автомобиль у нас разгоняется очень быстро, практически мгновенно стартует. И, как видите, на заднем приводе очень легко ходит в занос. Не так легко, конечно, потому что у него очень сильное трение стоит на шинах, потому что мы выставили его в прошлый раз. Но, в принципе, если поставить значение пониже, то это будет отличный автомобиль для дрифта. Вполне будет неплохо. В общем-то, на этом все. Если будут у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь на все ответить. В следующем видео мы с вами уже начнем делать более интересные вещи, разберем интерфейс, а также сделаем светящиеся фары и гудок. В общем-то, на этом все. Всем спасибо, всем пока.